Приветствую вас! На заводе имени Лихачева, конструкторском бюро, кроме разработки будущего трехосного среднетоннажника ЗИЛ-133, велись разработки также и тех машин, которые могли пройти там, где нет дорог как таковых, способные перевозить грузы по бездорожью на большие расстояния. Также и в таком вездеходе нуждалась и советская армия. Но просто сделать машину, проходящую по бездорожью, было мало. Нужно еще было позаботиться и о том, чтобы этот автомобиль не разрушал плодородный слой почвы. А для этого требовалось распределить нагрузку так, чтобы тяжелая машина не проваливалась в грунт. Создание такого автомобиля, который бы соответствовал этим требованиям, поручили экспериментальному бюро во главе с конструктором Соболевым. И уже 23 февраля 1960 года первый образец, который получил индекс ЗИЛ-132, был готов. Опытный грузовик ЗИЛ-132 представлял собой трехосный автомобиль 6х6, для которого разработали собственную раму с укрепленными на ней поперечными балками и тремя поперечинами передней, средней и задней части. Дно рамы обшили листовой сталью толщиной 2,5 мм с люком под коробку передач. Для преодоления бездорожья на автомобиле установили трехосную компоновку на расстоянии 2,5 метра друг от друга с центральным расположением второй оси и которые жестко крепились к раме, без упругих элементов подвески. В качестве силового агрегата служил V-образный четырехтактный 8-цилиндровый бензиновый двигатель ЗИЛ-375 мощностью 180 лошадиных сил, который работал в паре пятиступенчатой механической коробкой передач от опытного ЗИЛ-С130. Крутящий момент от двигателя передавался колесам с помощью довольно сложной трансмиссии с межбортовым дифференциалом, бортовыми передачами с каждой стороны машины и колесными редукторами, заимствованной от ЗИЛ-135, разработанной конструктором Грачевым. Для прохождения в трудных условиях бездорожья на автомобиле использовались стандартные восьмислойные, широкопрофильную величину диаметра и арочные шины, которые позволяли проходить автомобилю на заболоченных участках, сыпучих песках и в глубоком снегу. Так же, как и на всех автомобилях высокой проходимости ЗИЛ, в данном автомобиле была установлена аналогичная централизованная система регулировки давления воздуха в шинах. Для самовытаскивания автомобиль оборудовали передней лебедкой от ЗИЛ-157, привод которого приводился валом от коробки отбора мощности. Новинкой для подобных машин стала более мощная пневмогидравлическая тормозная система с отводом на прицепные агрегаты. Управлялся автомобиль при помощи передних и задних подруливающих колес, которые в свою очередь управлялись при помощи рулевого колеса с двумя гидроусилителями для уменьшения усилий, прилагаемых водителем. Сам же водитель с двумя пассажирами находился в трехместной кабине от опытного ЗИЛ-131. От него же взяты крылья и металлическая платформа. После небольшой обкатки машины начались ее заводские испытания, которые продлились до 1962 года. В ходе испытаний автомобиль, получивший ряд улучшений в 1961 году в виде коробки автомата от ЗИЛа-135Е, нового мультипликатора и фургона для установки аппаратуры и размещения испытателей, мог без проблем преодолевать брод глубиной 1,5 метра, уверенно проходить снежный покров глубиной до метра, преодолевать ров глубиной 2 метра и крутой заснеженный подъем до 28 градусов. Не обошлось, конечно, и без недостатков машины, в числе которых были жалобы на конструкцию и ее надежность в целом, а также излишняя поворачиваемость машины, подпрыгивание и раскачка. Все эти недостатки, конечно, со временем можно было бы устранить, но по неизвестным причинам дальнейшую разработку ЗИЛа-132 было решено прекратить. А вскоре один единственный экземпляр машины и вовсе был уничтожен пожаром. Но многие наработки, связанные с ЗИЛом-132, не пропали даром, а легли в основу других проектов, созданных на его трехосной базе. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!